Доброе утро, И с вами, как всегда, мы, Владимир и Екатерина. И мы с вами находимся в Египте, Хургада, отель. Нубия. И мы сегодня с вами прогуляемся в Дахар, старый город. Напомню, проехать от Нубии вы можете на автобусах GoBus, желтенькие автобусы, стоимость 6 фунтов, это $0.38, или на маршрутных такси, стоимость 5 фунтов, $0.32, или же вот стоят полно таксистов, они сейчас будут подбегать и спрашивать. Так, стоимость их составляет 70 фунтов, это где-то $4,5, $4-5, ну как сторгуетесь. Да, вот этих цен придерживайтесь, потому что если вы только приехали и будете ловить, видно, что вы не загорелые, и они уже по лицам тоже запоминают всех, они, как всегда, будут на вас стараться навариться и цену ломить в 2, а то и в 3 раза дороже. Так что будьте осторожны, ценник мы вам назвали. Это стабильный для тех, кто проживает в отеле Нубии, для постоянных жителей, для старожил. Они уже не каждый день ездят, ну почти каждый день в город, и ну это цены уже такие, как и есть, они на маршрутке. Они даже на Губасе дают билетик на 6 фунтов. Но опять же напомню, садишься на Губас, дают билетик 6 фунтов, а с 20 фунтов сдачи не дают. Когда начинаешь делать замечания, возвращают все вплоть до фунта. Не, ну мы как-то всегда давали 15 фунтов и выходило как бы 12. И 3 вот этих фунта никогда не давали. Ну, так что требуйте, потому что и поболее жестко с ними. Так, он, по-моему, наш автобус едет. Так, ребята, вот подъезжает наш автобус. А вот так происходит полив пальм. Вот так поливают пальмы. И вот наш автобус. Вот такой автобус. Губас. Так, ребята, добрались мы до старого города. Позади нас там рынок, рыбный рынок там. Вот это такая площадь большая. А мы сейчас с вами пройдем. Нам надо мобильную связь пополнить. Поэтому надо перейти дорогу. Но перейти дорогу очень сложно, потому что видите, какое движение. Зая, скорее, скорее, не отсывай. Очень, конечно, сложно перейти, но мы это сделали. Так, сейчас найдем мы наш мобильный офис, чтобы пополнить счет. Выставили Санта-Клауса. Новый год, здесь даже есть Новый год. Да, они тоже, кстати, празднуют Новый год. Так, елочки. Вот такой магазин с новогодними игрушками. У нас даже такого нет, если честно. 15 лир, это получается $1. $1, вот да. такие вот игрушки. Ну а что классно, у нас такого нету. Ну, они простенькие такие. Ну, Они не бьющиеся, как раз таки, да, не вот, как раз бьющиеся. таки как для нас. Ну, хочешь, можешь взять какие-нибудь шарики. Вот такие вот у нас. Вот классная штука. Ну да, вот по доллару. А это 230. 230 это получается где-то 150, 150. $17. 15-17. Так, вот такие тоже елочки, вот допустим 180 сантиметров, вот такая, получается 265, где-то тоже в районе $15-17. Так, также продаются часы, украшения. Ну, украшения здесь, понятно, лучше желательно не покупать ни золото, ни серебро, потому что очень много шансов, что вас просто-напросто обманут. Мы с этим тоже уже столкнулись. Так, елочки вот такие тоже. Так, вот такая уже елочка. 2,10.
2350. Это получается где-то примерно $130. Вот такие. Но они у них кончики такие, как все равно со снегом. Так, заколочки, резиночки всякие разные. Очень всего много. Ну и опять мы возвращаемся к Санта-Клаусам. Так, спустившись по лестнице на цокольный этаж, мы попадаем в отдел игрушек. Большой, реально очень большой тоже выбор. 75, это получается $5. Это недорого, это вообще Но у недорого. нас ручной работы они дороже стоят. Ну просто они мне немножко не нравятся, что они такие какие-то так страшноваты. Мне бы в детстве, если бы такую показали, то... Так, ну что там еще так вот по... блондинческих таких. Что такое вот по ценам, такое, что больше так в обиходе, чтобы людям сказать, какие так Ну, примерно например, цены. вот это получается Какой? 65. Детский фунтов. набор. Это Ну да, получается 4,5. меньше $5. Да, где-то 4-4,5 доллара. Вот такие вот. Если для мальчика набор, то это 70. Это тоже, короче, 4 до $5 вот эти вот все наборы. Ну, 55. Но они такие тяжелые. 3,5. 55 это 3,3 доллара. Но они реально что-то тяжелое, убить можно. Это все Китай. Это все Китай. Ну да. Тут прям практически весь тот товар, что и есть у нас. Да. Только что вот можно по Кстати, ценам. ну-ка, посмотри ролики. 650. 650 ролики, это получается $42. Где-то. $42 ролики детские. А что это такое? Не знаю, смотрите, какая-то штука. Может и крыс. Не знаю, может и крысы в магазине. Вам эти вот Лилу, которые у нас, они все девочки всегда играются, А, 25. Ну я не знаю как. Лол. Ой, я извиняюсь. Лол, вот такие Лол. вот лол. Вот 60. 60. Ну это фунтов. где-то Это 0,3 опять же. доллара, да, $28. Что ты говоришь? Крыс ловят. Нет, 60 фунтов это 3 доллара. Ну, $3. Наверное, ребята, здесь мыши или крысы. Что-то вот ловят. Ну, не знаю что. Ладно, пойдем отсюда. Жарятся, вертятся курочки на вертеле. Аппетитно. Так, ребята, ну вот мы пополнили счет и идем, двигаемся дальше. Путь наш лежит. Куда мы пойдем сейчас? Да, мы пойдем на рынке, Да, пойдем на рынке. И смотрите, какая тут тоже, смотрите, трэш, полный трэш. Оказывается, в магазине травили крыс. Я еще думал, сомневался, но вот тут недалеко от этого магазина вот лежит такие вот крысы. Реально. Ну а это... как ты хочешь, если такой мусор, да? Да, Ну, да, везде да, да. мусор. Ну вон даже вот она валяется. Почему тут этой крысе не жить? Катя сразу так загорелась. Увидела разнообразие фрешев. Что тут? Кстати, музыка играет. Тут это могут забанить. Так, покажу. А чего? Нет, это не хочу. Да, ребята, а вот так вот выглядит школа в Египте. Слышите детские голоса? А Катя шла и сразу задала вопрос. Говорит, а это что, тюрьма? Ну, как бы так, это жестко таким забором огорожено. Ворота закрыты на замок. Но дети, вон, веселятся, резвятся. Ну, хотя и у нас уже в школе то же самое. Сейчас уже охрана, все же закрыто. Ну, поэтому это, наверное, меры просто-напросто безопасности. Не, ну у нас, конечно, не так. Ну, Боже, у нас хожу. мы европейская, к Европе близко. А здесь же это все-таки
Я говорю, мусульмане, я хожу. арабы. Да, вот детская одежда, вот такой магазинчик. Сейчас я быстренько так вот проведу. Смотрите, сколько реально вещей на детей и теплых. Давай. За, это детские очки. Давай, нормально, это взрослые очки. За, я не могу Давай. в них влезть. Да, я заставку это сделаю. Зай. Не, вот такие вот прикольные, да? Я реально не могу влезть, а ты мне говоришь, что это... Ладно, тут выбор большой, но такой немножко, мне Ни о кажется, чём. да, немножко. Вот то, что это надо- вот совсем понимаю. то, что Совсем надо, как другое бы- дело. Так, кроссовочки, такой вот большой выбор. Так, давайте что-нибудь какой-нибудь возьмем. Ну, допустим, вот ценник висит 200, $12. 12, 13, 14. Ну, короче, от $10 и... Да, от $10 и до 15. Вот выбор кроссовочек. Не, лучше, как мы рассматривали, такой вот чемоданчик. колесиках? Это да, это уже чересчур. Ладно, пойдем. Так, вот, ну, туфельки, вот тоже $12. Что такое тяжелое, я вообще не понимаю, как они это носят. Ну да, Ну, ты согласен с ну, ним? даже вот эти такие легкие, и то они тяжелые. У них реально, так, у нас стараешься обувь полегче найти, а у них такая, тут даже детские сланцы такие, блин, убить можно реально. Что за чудо такое чудика? Ой, смотрите, какая красота. Я даже не Для знаю. детей, для маленьких. А здесь не написано. Ну нету ценников. Ну нет. Ой, это вообще. Но они тяжелые. Ой, Этот да, ребенок даже. вообще он их не оденет. Да? И вон уже эти. А мы ищем купальник. Вот такой. Как тебя? Вообще супер. Да. Можно платье гипсики фотографировать? Можно? А, нет. Почему? Цигель. Да. Да, если мы так будем заходить в каждый магазинчик, то их тут вы видите тысячи. Так, это платье. То мы до вечера не найдем. Чемодан, сумка. Вот тут прям, Чемоданы. А прям чемодан, готов в рот влезть. Друг, а чемодан вот это дадите. Дай зайду посмотрю. Ну вот что-то такое, да, но, наверное, все равно большое, да? Большое? Например, вот дома походить и что-то к моему декору подобрать, понимаешь? А дай, пожалуйста, мне это здесь сделать. Что я такие штучки люблю все. А ты мне не разрешаешь их смотреть. У меня даже передника дома нету. Нормально. Потому что у тебя вечно времени нету сходить по магазинам и посмотреть это. Понимаешь, нет? Чуть-чуть поторопил Катю. И что я услышал? Так, Сколько ты на рыбалке ходил? Сколько ты выбирал свои Я пары рыб- рыбацкие? я рыбачу рано-рано утром, когда солнце не встало. А когда время на пляже купаться. О, Так, а мы с вами находимся в магазине Сокар. Это сеть магазинов. Мы с вами были возле Марины, а этот Сокар находится в старом городе. Угу. Да, реально красивая. ну она реально красивая. Ну, значит, бери. Да, ну она, ой, она такая, она фарфоровая. Мы ее можем не Не довести. довести просто, что-то да. по ценам. Там 65, $3, да? Пальчики такие. 65. Это Ты получается, серьезно? да, $4. Вот такая вот ваза. Ну, в спальню вот поставить мне. Ну, реально красивая. Ну, она очень красивая. Ладно, так давай потом мы зайдем
Блин, жалко, Уже Саш, что когда она за может покупками. разобьется. Ну, если вручную кладь. Я слона вез, бивни не сломал За ни 500 одного. долларов. За Кстати, да, твои слоны. не за 500, а за 50 долларов. А эту А довести вот это в вот ручной видишь, кладе. да, это уже подороже. 160. Но она вот по качеству 160 такая. 10 долларов. Смотри, за, она и по качеству классная. Мне вот вообще вот бросается, так вот они искусственно делают. Да, подносы вообще такие. Ну, ты же знаешь, что Шикарно, они отрезаны. шикарно. Ну да, да. Ну, выглядят, конечно. Так, а что с подносом? 450 вот такой поднос. Это получается... А нет, 28 долларов. 28 долларов вот такой поднос. Ну да, если что-нибудь покупать себе, да даже и в подарок, то, конечно, лучше смотреть вот эти магазинчики Сокар. Мне они как-то реально... Цена уже здесь Да, фиксирована. реально фиксированная цена. И цены, как видите, ну... Да, уже подходишь, и ты уже знаешь, что Да, мы сколько уже что стоит. не Согласен первый со раз. мной? И как бы... Да. Ладно, двигаемся дальше. Выбираемся. Так вот мы и работаем. Так, Катя вроде нашла купальники, только это, наверное, не купальники. Это кожаная. Так, ребята, зашли мы тоже в такой вот магазинчик. Здесь торгуют в основном предпочтительно кожей. Кожа, рожа. Ну-ка, Меня попробуй достать. интересует вот эта штучка. Так, Та-дам. такой он был. Это который в самолет. Мгм. 40 долларов где-то, да? Я чисто это Так, 100 получается лет для работы не брал. 35 долларов. Так, ладно, покуда Катя смотрит, давайте посмотрим цены. А сколько примерно вот такие кожаные 100 куртки? баксов. Так, вот такая Кожа? куртка, чистая кожа, да? Конечно. 100 долларов. Да. Проверяют. А это египетская или турецкая? Египетский. Это все египетская. Да, вот любой. Дамский. Так, 100 долларов. Любого, как говорится. Так. Вот такие. Есть мужские, женские. Понятно. 35 долларов, да, или 650 фунтов. Хорошо. Пожалуйста. Так, ну, другое место. ребята, мы зашли. Ой, О. Сейчас посмотрим. Смотрите, ловят кролика, а он убегает и пищит. Опять убежал. У них сбегает кролик, они не могут его поймать. Так, ребята, и напоминаю, мы на рынке. Это рынок животных, здесь рядышком все. Здесь вот и кролики, голуби, куры. Здесь же в этой антисанитарии и фрукты продают. ой, не трогай. Сейчас мы пройдем по фруктам. Рыбу также можно приобрести. Половили мы кроликов. Как тебе, Катя? Катя немножко шокирована, потому что здесь, ребята, рынок для местных, не для туристов, и поэтому, как вы видите, здесь не очень так и чисто. И Не очень. запах, конечно, Да здесь ну, грязно. вы представляете, вот какой запах может стоять вот от этого вот всего. Да, сколько это по-египетски? 15. 15. 15? Я бы это было 10 правильно. Нет, спасибо. Это ты не так. Да. Я на рынке покупал.
А это вот, я так понимаю, финики. А, вот лепешки, где я тебе покупал. И сейчас будем выдвигаться себе на автобусную станцию. Да, очень, видите, сколько крыс здесь валяется. Реально жесть. Поэтому и Катя так относится к этому рынку. Но, вы видите, местные жители отовариваются, и не только местные, потому что русских тоже и европейцев тоже хватает. Но, конечно, после такого рынка надо тщательно все мыть, перемывать. Все, Вова меня напугал, говорит, ты нигде не оставайся, потому что тебя могут похитить. Вот подъедет машина, завезут тебя куда-нибудь неизвестно куда и продадут. Да, потому что стоимость европейской девушки исчисляется 100 верблюдов. Ну, у бедуинов. Ну, как правило, продают себе бедуинам. Так что тут европейской девушке лучше ходить в сопровождении. И, ребята, еще посмотрите, у нас, как говорится, 4-я волна. Вирус этот новый, как он называется, в ЮАР обнаружили, да? Некоторые страны позакрывались, а Египет, вы видите, все без масок. Здесь никто ничего не боится и не чувствует, как-то так относятся все лояльно к нему. Ну, ни одного человека. Вот сколько идешь, по-моему, там вот где-то одного я встретил с маской. А так все без масок. Даже вот если ходишь и скажешь, что никакого вируса и нету. Тмин, не понимаю. Надо перевести. Black cumin. Таблет. No. Нет, пить. Drink. А, дринки, ну. Ну, Так, нету. Только в таблетках. Нам в таблетках не надо. Продолжаем путь дальше. Ну вот, дорогие друзья, и прибыли мы с прогулки. такая насыщенная у нас прогулка получилась, как Да. вы сами уже поняли. Жарковато, конечно, днем. Лучше в вечернее утро, вечернее время гулять, потому что днем, когда 30-градусная жара, ну это немножко некомфортно. Но все равно показали вам цены, магазинчики. Ну, Да. и сейчас у нас еще время позволяет, мы пойдем на пляж. Да, от вас лайк, колокольчик, чтобы не пропустить наш следующий выпуск, и подписка. Все, до новых встреч, пока-пока.